Добрый день! Мы хотим вашему вниманию представить небольшой видеофильм по практическим навыкам и методам исследования лор больных. Для осмотра лор-врачом пациента необходимо рабочее место, которое в себя включает кресло для пациента, кресло для врача, медицинский столик, на котором разложены инструменты. Осветитель налобный в данном случае будем использовать. Если нет налобного осветителя, используется зеркальный налобный рефлектор, который требует дополнительный источник света, который располагается у правого плеча больного. Почему у правого? Потому что левой рукой врач держит инструмент для осмотра больного. Правая рука используется для манипуляций, и при манипуляциях и движении руки, если источник света располагался бы слева, он бы закрывался работающей рукой. Сейчас я вам покажу инструменты, которые используются в осмотре лор-пациентов. Для осмотра ротовой полости и ротоглотки используется инструмент, который называется шпатель. Для осмотра уха, наружного слухового прохода и барабанной перепонки используется инструмент, который называется ушная воронка. Имеет форму воронки. Размеры разные. Меньше, больше, меньше и еще меньше. Все это зависит от размера и ширины слухового прохода. Для осмотра носа используется носовое зеркало. Размеры также разные. Для осмотра взрослых пациентов, для осмотра детей и зеркало Киллиана, которое используется для определенных манипуляций в носовой полости. Для осмотра гортаноглотки и гортани используется носовое зеркало, используется гортанное зеркало на ручке. Для осмотра носоглотки используется носоглоточное зеркало, также на ручке. Начинаем с осмотра ротовой полости и ротоглотки. Для этого используется инструмент, который называется шпатель. Шпатель обследуемым берется в левую руку, берется довольно-таки жестко, для того, чтобы преодолеть сопротивление языка пациента, которое бывает довольно-таки очень сильным. Включаем налобный осветитель, наводим луч света на исследуемую зону, просим больного открыть рот, ставим правую руку на лоб пациента, шпатель вводим в ротовую полость на серединку языка и заставляем пациента дышать через рот. Далеко шпатель заводить нельзя, то есть чем ближе мы заходим к корню языка, тем выраженнее у пациента может быть рвотный рефлекс. Но в данной ситуации вроде бы все нормально. Больной дышит через рот. Осматриваем слизистую полость рта. Осматриваем язык. Осматриваем подъязычные валики, миндалины, передние дужки, задние дужки, заднюю стенку глотки, рассеянную лимфоидную сеть на задней стенке глотки, мягкое небо, язычок. Оцениваем цвет слизистой, наличие налетов, наличие отека, наличие патологических образований. Все, что я вам рассказал, я сейчас продублирую с использованием эндоскопа. Смотрим с эндоскопом. Рот открываем, заводим шпатель, как я вам рассказывал, и видим язык, оцениваем налет, оцениваем цвет. Слизистая оболочка, также оцениваем цвет слизистой оболочки ротовой полости. Идем дальше, видим миндалины. Небная миндалина левая, небная миндалина правая, передняя дужка, задняя стенка глотки с рассеянной лимфоидной сетью, небо мягкое и язычок.
Для осмотра носа пациента используется инструмент, который называется носовое зеркало. Носовое зеркало, так же как и ушные воронки, имеет разный размер бранш. Инструмент берется в левую руку, пальцы ставятся на сочленение инструмента, первый, второй палец, третий, четвертый, пятый на ручку инструмента для мягкого движения. Инструмент вводится в полость носа сведенными браншами, бранши разводятся и крыло носа подвешивается как бы. То есть бранши поворачиваются немножко латерально. И смотрим полость носа, где мы видим носовую перегородку, видим наличие либо отсутствие деформации носовой перегородки, видим носовые раковины, нижнюю, среднюю, верхнюю. Видим общий носовой ход. Выводятся бранши немножко в разведенном состоянии, для того, чтобы не зацепить волосы в носу и не сделать больному больно. Теперь мы все это продублируем эндоскопом, и я вам расскажу, как оно все выглядит изнутри. Вводим эндоскоп в преддверие носа. Видим кожу преддверия носа, волосы, волосяные фолликулы. Проходим дальше, видим деформацию носовой перегородки. Общий носовой ход, нижнюю носовую раковину. Если поднять эндоскоп выше и дальше, мы видим вот среднюю носовую раковину. Под средней носовой раковиной средний носовой ход, куда открываются пазухи. Верхнечелюстная пазуха, лобная пазуха и передние и средние решетки. Осмотрели его, ищем наличие слизи, наличие гнойного отделяемого, потому как это очень важно, мы можем предположить, проводя осмотр среднего носового хода, патологию перечисленных пазух. Выходим назад и пытаемся осмотреть верхний носовой ход. Но если перегородка деформирована, то, конечно, нам это будет сложно сделать. Ну вот там видим верхнюю носовую раковину. Верхний носовой ход, открывается основная пазуха и задние решетки. Выходим и проходим по общему носовому ходу в носоглотку. Костный отдел носовой перегородки, глоточная миндалина, евстахиева труба, трубные валики. Также оцениваем цвет глоточной миндалины, наличие либо отсутствие слизи, наличие либо отсутствие образований. Выходим. Та же самая процедура производится с другой стороны. Выходим в преддверие носа, осматриваем общий носовой ход, видим хрящевой гребень, дальше переходящий в костный гребень. Видим среднюю носовую раковину, нижнюю носовую раковину. Средний носовой ход. По общему носовому ходу проходим в носоглотку. Вот это с другой стороны. Глоточная миндалина, евстахиевая труба, трубные валики. Выходим в преддверие носа и попытаемся зайти под нижнюю носовую раковину, чтобы осмотреть носослезный канал. Для осмотра наружного слухового прохода и барабанной перепонки используется ушная воронка, которая берется в левую руку, включаем свет, направляем на исследуемый орган. Для того, чтобы осмотреть наружный слуховой проход и барабанную перепонку, нужно этот наружный слуховой проход выпрямить, потому как он имеет физиологические изгибы. У взрослых ушная раковина оттягивается кверху,
Для того, чтобы выровнять слуховой проход, у детей она оттягивается к низу. Смотрим на ушную раковину. Оцениваем внешние признаки ушной раковины. Эпилемию кожи, отек. В данной ситуации все отсутствует. Вот смотрим своеобразную структуру ушной раковины. Видим козелок, противокозелок, межкозелковую вырезку, завиток, противозавиток, ножки противозавитка, углубление ушной раковины, кавум, которое ведет в наружный слуховой проход. Осматриваем наружный слуховой проход и барабанную перепонку. Для этого нам нужно выпрямить слуховой проход, потому как он имеет физиологическую извитость. Вводим ушную воронку и осматриваем. Кожно-перепончатый отдел слухового прохода, далее костный отдел слухового прохода, барабанную перепонку, которая имеет определенные опознавательные знаки. Оцениваем цвет барабанной перепонки, оцениваем опознавательные знаки. Все это я вам потом продублирую с использованием эндоскопа. У взрослых слуховой проход выпрямляется подтягиванием ушной раковины кверху, у детей подтягиванием ушной раковины к низу. Эндоскоп в наружный слуховой проход и видим костно-перепончатая часть наружного слухового прохода. Является продолжением кожи ушной раковины, имеет волосяные фолликулы, имеет сальные железы, имеет серные железы. Проходим дальше. Вот волосы. И дальше мы видим переход перепончато-хрящевой части наружного слухового прохода в костную часть слухового прохода. Видим самое узкое место наружного слухового прохода, которое называется перешеек. Дальше костный отдел наружного слухового прохода, который представлен участком височной кости, покрытый тонким слоем эпидермиса, без каких-либо образований. То есть волосяные фолликулы отсутствуют, сальные железы отсутствуют, серные железы также. Далее мы видим барабанную перепонку, которая является границей наружного уха и среднего уха, то есть разграничивает наружное ухо от среднего уха. В структуре барабанной перепонки имеется натянутая часть, которая занимает 85-90% барабанной перепонки, и расслабленная часть, которая занимает 15-10% барабанной перепонки. В структуре натянутой части барабанной перепонки есть три слоя: эпидермальный, который поверхностный, который является продолжением кожи наружного слухового прохода, средний фиброзный слой, который представлен радиарными и циркулярными волокнами соединительной ткани, и внутренний слизистый слой барабанной перепонки. Когда мы видим и смотрим на барабанную перепонку, первым делом мы оцениваем наличие либо отсутствие опознавательных знаков. Первый опознавательный знак – это световой конус, но это условный опознавательный знак, который присутствует на барабанной перепонке при наличии падающего луча, то есть при наличии освещения. Пупок – место прикрепления рукоятки молоточка к фиброзному слою барабанной перепонки, рукоятку молоточка и короткий отросток молоточка. Сверху барабанной перепонки расположена расслабленная часть. В расслабленной части присутствует только наружный слой эпидермальный и внутренний слой слизистый. Фиброзного слоя там нет. Оцениваем также цвет барабанной перепонки, наличие инъекции сосудов, наличие
жидкости за барабанной перепонки, потому как она видна иногда, когда барабанная перепонка тоненькая и прозрачная. Все, что мы можем осмотреть своими глазами, это называется прямой метод исследования. Все, что мы не можем осмотреть своими глазами, а используем зеркала, это называется непрямой метод исследования. Непрямыми методами исследования исследуется гортаноглотка, гортань с использованием гортанного зеркала, носоглотка с использованием носоглоточного зеркала. Для того, чтобы осмотреть гортаноглотку и гортань с помощью гортанного зеркала, его в первую очередь нужно нагреть. Нагревается оно для того, чтобы дыхание обследуемого не давало запотевания холодного стекла. Вот в данном случае мы нагреваем через фен, который вмонтирован в комбайн. Очень часто используется открытый огонь горелки спиртовой. То есть мы нагрели зеркало, дальше мы прикасаемся к своей руке металлической поверхностью гортанного зеркала. Для того, чтобы определить, горячо или не горячо. И даем ощутить это больному. Не горячо. Есть два метода осмотра гортаноглотки. Один из них это отдавливание языка идет шпателем, вводится гортанное зеркало и осматриваем гортаноглотку и гортань. Чаще всего используется фиксация языка пальцами и марлевая салфетка. Берем язык первым, третьим пальцем, второй палец фиксирует губу, вводим гортанное зеркало, стараясь не прикоснуться ни к чему, в ротовую полость, потом отодвигаем мягкое небо и видим лепесток надгортанника, молекулы, язычную поверхность надгортанника, гортанную поверхность надгортанника, черпаловидные хрящи, видим голосовые складки, которые имеют белый цвет. Заставляем больного сказать «и» для того, чтобы оценить подвижность гортани. И видим грушевидные синусы, которые открываются в момент того, когда больной говорит букву «и». Видим подскладочное пространство и несколько колец трахеи. Между черпаловидными хрящами видим зев пищевода. Все, что я сейчас сказал, мы продублируем с использованием эндоскопа. Тут эндоскоп используется своеобразный, с углом наклона линзы 70 градусов. Мы ввели эндоскоп, видим корень языка, видим надгортанник, молекулы. Проводим его дальше. А тут видна язычная поверхность надгортанника, видна гортанная поверхность надгортанника. Дальше. Вот видим, собственно, гортань. Черпаловидные хрящи, голосовые складки белого цвета, надскладочное пространство, подскладочное пространство, и там видны несколько колец трахеи. Голосовая щель при фонации. Голосовые складки смыкаются, грушевидные синусы открываются, зев пищевода виден. Спасибо за внимание. Мы вам показали то, что смогли показать. Мы не углублялись в анатомию. То, что вы видели, то видит каждый лор-врач, проводя осмотр больного. До свидания.